Всем привет! В этом видео расскажу, как разбортировать колесо от мопеда. В прошлом видео, которое находится на канале, я разбортировал колесо на СТОшке. Просто и недорого. Но бывают моменты, когда нужно разбортировать самому, когда минимально инструментов и автоматизированного оборудования. Началось все с того, что в очередной раз колесо начало спускать. Начал проверять покрышку банальным способом, окунанием в воду. Но ни с одной из сторон бульбочки не шли. Осталось проверить ниппель. Знатненько плюнул. И о чудеса! Вокруг него стали появляться пузыри, все сразу же стало на свои места. Необходимо разбортировать колесо, достать старую камеру и заменить на новую, так как данная выделки не стоит. Первым делом снимаю колесо. Более детально данную операцию показывал в прошлых роликах, ссылочки на которые вы найдете в описании к данному ролику. Если быть кратким, необходимо снять реактивную тягу, тягу заднего тормоза, открутить гайки с обеих сторон, снять ось заднего колеса, втулку, после чего с легкостью можно достать колесо. Не забывайте, что мопед должен стоять на центральной подножке. Если же ее нет, закрепите мопед. Итак, колесо снято. С одной стороны мы видим колодки тормозные барабанные, с другой стороны демпферы. Барабан снимем и отложим в сторону. Демпферы резиновые, при желании их можно также демонтировать, либо же оставить на месте. Они нам мешать не будут. Друзья, перед тем как начну разбортировать колесо, хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк. Это самая лучшая благодарность от вас. Продолжим. Первым делом снимаю шляпку, откручиваю гайку, положил колесо на бок. Середину колеса необходимо чем-то прикрыть. Например, тряпочкой. Прохожусь по периметру покрышки РВшкой. Можно также использовать мыльный раствор или ВДшку. В дальнейшем данная операция нам облегчит разбортировку колеса. Обильненько прохожусь по периметру. Ёбушки-воробушки. Готово. Теперь можно приступать к разбортировке. Необходимо найти что-то плоское, не острое. Так как ничего лучше штангенциркулей не нашел, воспользовался ими. Аккуратненько запускаю между диском и резиной. Самое главное, хотя бы отогнуть третью часть. Дальше резина пойдет сама. Здесь вы наглядно видите, для чего я проходил РВшкой по периметру. Во-первых, штангенциркуль легко проходит, а также сама резина скользит по диску. Да, также не забывайте спустить камеру перед тем, как разбортируете. Также у вас может возникнуть вопрос, а не поцарапаю ли я диск. Он алюминиевый, красочка, разумеется, хиленькая. Кажется иногда, что можно ногтем ее поцарапать. Друзья, если будете делать аккуратно, на спущенном колесе царапин и повреждений у вас не должно быть. Так как циркуль аккуратно запускается между покрышкой и диском, циркуль зацепляется за внутреннюю сторону диска. Краска снаружи не будет повреждена. Итак, одна сторона у нас разбортирована. Полностью снимать покрышку я не буду, так как это дополнительный геморрой. Для того, чтобы просунуть новую камеру, хватит и этого. Вытаскиваю ниппель через отверстие в диске. В некоторых случаях он плотно сидит. Для этого нам понадобится молоточек, немножко подстучим. Готово. Достал камеру. Вы только посмотрите, в каком плохом состоянии. Он окислился, в некоторых местах начал ржаветь. Наверное, именно по этой причине камера прохудилась. Заранее прикупил новую камеру 2,75 на 17, где ширина 2,75, а диаметр 17 дюймов. Ну а старая камера отправляется на кладбище. Кто похоронит его? На новом ниппеле, как и на старом, есть две гаечки и шайба. Они необходимы для фиксации на диске. Шайбочка фиксирует камеру в необходимом для нас положении, а гайка, нижняя и верхняя, служат как тиски. После того, как притянем ключом, ниппель будет мертво сидеть на своем месте. В случае неправильной накачки камеры, или если по какой-то из причин камера будет двигаться внутри, может образоваться дырочка, как у меня. Так как ниппель постоянно сталкивается с водой и грязью, может раньше времени не испортится. Для этого между гайкой и шайбой добавляю литола. Можно также использовать солидол. Данные субстанции будут отталкивать воду, продлят сроки эксплуатации. Даю согласие на модификацию. Да. Перед тем, как ложить новую камеру на свое место, посмотрите диск, пощупайте руками, чтобы не было загусениц, неровностей и так далее. Для того, чтобы новая камера не пробилась раньше времени. Такое часто бывает, особенно на старых дисках. В некоторых случаях диск вокруг обматывают изолентой. У меня все в порядке. Повезло, согласен.
Укладываю равномерно камеру на свое место. Далее обратите внимание на такой важный момент. На покрышке обычно есть метка в виде точки или стрелочки. Она указывает на самое эластичное, скажем так, мягкое место на резине. Данный указатель должен совпадать с отверстием на диске, в которое будет входить ниппель. Далее все в обратном порядке. Накрываю демпферы тряпочкой, прохожусь по периметру РВшкой. Начинаю обувать резину с противоположной стороны соска. Можно всю эту операцию проделывать самому, но если есть дополнительные руки, вообще шоколадно и очень быстро. Часть резины надеваю рукой, ну а далее самое интересное. Такое впечатление, что резина не хочет одеваться. Все потому, что по периметру резины располагается металлическая арматура, которая и поддерживает форму резины, не дает ей деформироваться и сгинаться. Далее, наверное, один из самых нестандартных способов, благодаря аккуратным ударам молоточком, Мне так хочется тебе врезать. все с легкостью садится на свои места. Саму резину вы не повредите, а вот с диском будьте аккуратны, он алюминиевый. Отлично, все село на свои места. Посмотрим, чтобы все было равномерно. Ну а теперь кульминация события. Необходимо накачать заднее колесо больше. Накачиваем от 2 до 2,5 атмосфер. Переднее также 2, 2,2. Я обычно держу нейтралитет и качаю оба колеса в 2 атмосферы. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.